Маняша вышла замуж за Макара по очень большой и взаимной любви. Они познакомились на сельской дискотеке под Новый год. Это была любовь с первого взгляда. Все закрутилось так быстро, что в конце января они уже сыграли свадьбу. Долго эта парочка не продержится, видали мы таких скороспелок. Шептались по селу злые языки. Однако Маняша и Матвей не слушали никого и ни на кого не обращали внимания. У каждого своя судьба, и они оба прекрасно знали, что просто не смогут друг без друга. Шло время, разводиться они не собирались, а продолжали жить душа в душу. Вот только детишек у них почему-то не было, как ни старались. Чего только не делали, и даже к травнице Маняшка бегала. Все грустнее ходила девушка, все чаще плакала по ночам и прижимала к себе куклу, которую укачивала в детстве, мечтая о большой семье и о детях. Теперь разве только эта тряпошная дочка у нее и осталась. Проведя очередную ночь в слезах, Маняша уговорила мужа поехать в городскую клинику и провериться. Кто им что подскажет? Сельский фельдшер тетя Люба только и может что посоветовать витамины принимать, да потеплее одеваться. Макар согласился. Он был готов на что угодно ради своей любимой, и в огонь, и в воду, и даже к врачу. Обследование показало, что у Маняши никогда не может быть детей, и даже самая дорогостоящая процедура искусственного оплодотворения ей не поможет. Да и где ее тут делать, это надо в столицу ехать. Если они продадут свой дом, и их родители продадут свои дома, им все равно не хватит денег, чтобы оплатить процедуру. К тому же врачи сказали, что не поможет, даже нечего и пытаться. Вернулись они в свое село. Вроде бы все как обычно, однако поселилась у них в доме тревога. Какое-то предчувствие странное. Посоветовали Маняше, кто-то из бабулек обратиться к старой знахарке, которая жила в соседнем селе. Может, она тебе, что посоветует. Пошла Маняшка через лес в соседнее село. Знахарка посмотрела на нее, пощупала везде, головой покачала и сказала какие-то странные слова. Придется тебе, девка, 2 раза по 2 принять, а потом еще 2 отдать, только после этого Бог даст тебе детей. Такова твоя судьба. Такое испытание посылает тебе Господь, а иначе никак. Ничего тогда Маняша не поняла, просто подумала, что старуха выжила из ума. Почему просто не сказать, что делать? Какие 2 по 2, что принять, что отдать непонятно. У Мании была одноклассница. Одна из немногих, кто остался, как она после школы в деревне. Остальные разъехались кто куда. Имя у одноклассницы было красивое, Вероника, и она сама была очень красивой, что все мужики в селе заглядывались на нее. Вот только поведение Вероники было не таким красивым. За свою недолгую жизнь успела она стать простой деревенской потаскушкой. С кем только не болталась, и с местными, и с чужими. И с дальнобойщиками всякими в Москву уезжала за новой жизнью. Да вот только откуда ей взяться при старых мозгах? Ну, не могла Вероника жить по-другому. С Москвы приехала беременная. Вскоре родила двойню. Люди думали, что вот теперь-то остепенится, да за ум возьмется. Да куда уж там, скорее козел читать научится, чем Вероника за ум возьмется. Мальчик и девочка, хорошенькие такие, кореглазые, а матери и дела до них нет. Болтается по своим делам. И вот вскоре люди снова увидели Веронику на сносях. Кто постарше в селе был за голову хватался. А Вероника, знай себе, посмеивалась. Дело было по зиме, отправилась Маняшка в лес. Хотела набрать шишек еловых да сосновых, украсить дом к Новому году. Вроде и не так далеко в лес забрела, однако слышит, плачет кто-то. Вроде как ребенок маленький. Женщина обомлела. Лес, зима, а плачет, как грудной младенец. Она ветки раздвинула и ахнула. На полянке корзинка, а возле нее сидит волчица, словно охраняет или сторожит дитё. Не побоялась Маня, подошла поближе. Волчица принюхалась, но не напала. Смотрит женщина, а в корзинке аж 2 младенцев. Рыженькие такие, как Вероника. Ах ты дрянь такая, вот что задумала негодная. Родила и в лес снесла, чтобы с глаз дало и с сердца вон. Схватила Маняшка ребятишек и быстро из леса на выход пошла. Волчица за ней бежит, не отстает. Маня не сразу поняла, что животное сзади идет. Девушка прямиком к Веронике с корзинкой подалась, да как начала ее чехвостить. «А ты не суди меня, подруга, видишь, как в жизни бывает. Мне вот не надо, а Бог их посылает и посылает, а ты хочешь, а тебе не дает», сказала Вероника, прищурив глаза. «Да как же ты так можешь? Ты не мать, а кукушка.
Посмотри, волчица, и та пожалела и пригрела твоих детей, а ты...» И маняша не успела договорить. «Так бери их себе, если такая жалостливая», — выпалила Вероника. «Ты что, серьезно?» — опешила Маня. «А что, фельдшер в соседнем селе моя тетка родная по матери. Забыла? Зови сюда Макара своего, поехали туда и скажем, что ты дорогой родила. На тебя их и запишут, а там уж делай с ними что хочешь, хоть в детский дом отдавай, хоть сама расти», — сказала Вероника. Сломя голову, Маня побежала домой. В попыхах стала рассказывать о случившемся мужу. Он ничего не понял, но решил довериться жене. Макар давно уже не видел у маняши таких блестящих глаз. Так они и сделали, как сказала Вероника. Тетка ее в соседнем селе только посмотрела на племянницу укоризненно, покачала головой и записала Маню в роженицу. Домой они с Макаром возвращались уже отцом и матерью. Каково же было их удивление, когда на пороге дома их встретила волчица, которая волочилась за Маней от самого леса. Пока суть до дела, она ощенилась на пороге их дома. И как только Маня не заметила, что дикая хищница была брюхатой, конечно же, Маня смотрела только на деток. Мальчик и девочка такие хорошенькие, и как Вероника могла с ними так легко расстаться. А у волчицы тоже родилось два щеночка, мальчик и девочка. Маня упросила Макара впустить мохнатую мамашу на веранду. Непонятно, почему она увязалась за ней из леса. Может, просто не успела логово подготовить, молодая была, по всей видимости, волчица. Вот и стали они жить все вместе. В доме маняша с детьми, а на веранде волчица с волчатами. Две молодые матери. Многие в селе догадывались, откуда у маняшки дети ни с того ни сего взялись. И куда у Вероники пузо делось. Догадывались, да помалкивали. Главное, что дети попали в надежные руки, а то, что Вероника их сначала в лес отнесла на погибель, обе девушки решили никому и никогда не рассказывать об этом. Шло время, дети росли и волчата тоже. Маня переживала, вдруг у Вероники материнские чувства проснутся, и она потребует детей обратно. Однако мать-кукушка даже и не вспоминала их. Волчата тоже росли как на дрожжах. Очень полюбила их маняша, да и дети тоже привязались к ним. Пора было давать им клички, но Маня не торопилась, хотела, чтобы дети подросли, научились говорить и сами дали имена своим щенкам. Волчица все чаще убегала в лес и все дольше не возвращалась. Она вообще всегда держалась обособленно. Вроде как бы и выполнила свой материнский долг. Волчица все больше почему-то напоминала Мане Веронику, особенно когда надолго задерживалась в лесу. Двойняшкам только исполнилось около 2 лет, как в деревне случилось происшествие. Жители заметили, что Вероника пропала. Нет ее нигде, и никто давно не видел. Первая мысль, которая пришла Мане в голову: а как же дети? Как же старшие близнецы Вероники, которые не намного старше тех детей, которых она отдала, как ненужные вещи? Старшие двойняшки Вероники тоже были мальчик и девочка, и такие же рыженькие. Прибежала Маня к малышам, а те сидят дома и плачут. А рядом с ними волчица, та самая, которая родила волчат на пороге дома. «Так вот, куда ты бегала, не в лес, а к ребятишкам». Маня присела перед волчицей на колени и прикоснулась лбом к ее лбу. Женщина попросила у зверя прощения за то, что плохо подумала о ней. Все это время волчица согревала детей в нетопленном доме и пыталась приносить им еду. Только дети не хотели есть сырых зайцев почему-то. Конечно, Маня забрала их домой, пока не выяснится обстоятельства, куда делась Вероника. Скорее всего, она отправилась в очередную любовную авантюру, будучи уверенной, что уж из деревни кто-нибудь позаботится о детях. Время шло, а мать-кукушка так и не появлялась. И вскоре Маня и Макар официально стали опекунами и старших детей Вероники. Волчица с волчатами так и продолжала жить у маняши. Волчата, это мягко сказано, к тому времени они стали уже большущими волками. И в один прекрасный день мать увела их в лес. Маня и дети долго ждали их возвращения, они даже плакали, потому что привыкли к ним как к родным. Через неделю отсутствия волков Макар сказал маняше тихо: «Отпусти их, они дети леса. Они помогли нам, а мы помогли им, мы квиты. Отпусти этих двоих». Как только муж произнес эти слова, Маню как током прошибло. Она слово в слово вспомнила предсказание знахарки. Так вот, что она имела в виду. Дважды по два принять. Ведь она дважды усыновила двойняшек. Двоих отдать. Ведь волчат было двое.
Она их вырастила, но должна была их отпустить в лес. Через несколько дней Маня почувствовала себя как-то плохо. Решила, что эта усталость навалилась. Однако лучше не стало. Макар настоял на поездке в районную больницу. Там-то и выяснилось, что Маняша беременна. Она беременна двойней. Вероника так больше и не появлялась ни в деревне, ни в жизни Маняши и Макара и их 6 детей. Дорогие друзья, спасибо, что прослушали историю до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории.